в нашем осеннем путешествии по Англии в 2020 году мы посетили город Баттл, расположенный на юго-востоке страны. Небольшой город Баттл в графстве Восточный Суссекс наиболее известен как место битвы при Гастингсе 1066 года. На холме Сенлок сейчас находится Баттл-аббатство Святого Мартина, построенное Вильгельмом Завоевателем. Сегодня руины аббатства, охраняемые организацией «Английское наследие», возвышаются над центром города и являются главной достопримечательностью. Городок был построен вокруг аббатства. Ворота аббатства по-прежнему являются главной особенностью Хай-стрит, хотя остальная часть здания менее хорошо сохранилась. Шлюз новее оригинального аббатства, построенного в 1338 году для дополнительной защиты от нового французского вторжения. Городок Баттл также известен тем, что он был центром британской пороховой промышленности XVII века и лучшим поставщиком в Европе в то время. Предполагается даже, что именно здесь был приобретен порох, которым пользовался Гай Фокс. Это объясняет, почему самое старое изображение Гая Фокса хранится как артефакт в музее битв. Гастингс. Это название я помню с уроков истории в школе, рассказывающих нам о битве при Гастингсе за корону Англии между Вильгельмом, герцогом Нормандии, и недавно возведенным на английский престол Гарольдом Годвинсоном. Я не могла представить тогда, что когда-нибудь буду там, на юго-восточном побережье Англии, где 28 сентября 1066 года высадился Вильгельм. На том самом месте, где 14 октября 1066 года Вильгельм Завоеватель одержал свою великую победу над королем Гарольдом и Англией. А также смогу пройтись по полю, где произошла битва. Битва, изменившая не только английскую, но и европейскую историю. Хотя битва при Гастингсе на самом деле произошла в нескольких милях к северу от Гастингса, следы ее исторического значения сохранились на руинах замка, построенного по приказу нового короля. Чтобы увидеть современный Гастингс и связи этого приморского города с нормандским завоеванием, я предлагаю вам посмотреть мое видео «Гастингстаун». Ссылку на видео оставлю наверху и в описании под видео. Все, что мы знаем о том, что произошло во время битвы при Гастингсе, получено из двух первоисточников. Это Гобелен из Байо и исторические отчеты летописца Вильяма Пуатье. Главный герой истории Гобелена – Гийом, 7-й герцог Нормандии. Вильгельм по прозвищу Незаконнорожденный стал Вильгельмом Завоевателем после своей коронации на Рождество 1066 года в Вестминском аббатстве. Он был одним из самых могущественных монархов Западной Европы в средние века. Он не был чужд англичанам, он был хорошо известен. Дело в том, что англосаксонская английская знать того времени, а также норманы из Нормандии во Франции и норманы, известные как викинги. Кстати, викинги не были народом, это профессия. Итак, все они были так или иначе родственниками друг другу или друзьями. Все прекрасно знали друг друга. Тем не менее, к тому времени они уже на протяжении столетий были пронизаны политическими интригами и семейными предательствами. Претензии на престол в 1066 году были связаны с тремя основными факторами.
семейными узами, данными обещаниями и политическими реалиями. Накануне нормандского завоевания Англия была одной из самых богатых и могущественных королевств в Европе. И все это было принесено в жертву собственной элите, у которой были свои интересы и личные предпочтения. Битва при Гастингсе – это одна победа, одно поражение, смена королевской династии, полноценная революция. Но прежде чем погрузиться в историю, я бы хотела прояснить несколько моментов для лучшего понимания. Гарольд Годвинсон – это Харальд. Именно так принято называть его в русской историографии, чтобы выделить среди множества Гарольдов, существовавших примерно в тот же период. Много споров о том, сколько человек участвовало из каждой противоборствующих сторон, хотя в настоящее время считается, что в обеих армиях было от 5000 до 7000 человек. Конец битвы также знаменует начало истории Баттл-Абби. Приблизительно в 1071 году король сам основал аббатство на месте битвы, чтобы таким образом искупить кровавую бойню завоевания. Согласно древней традиции, его главный алтарь был установлен по приказу Вильяма на том самом месте, где было найдено тело Гарольда. Пребывание здесь – это отличный способ заглянуть в глубины веков, чтобы лучше понять события 1066 года и то, как они попали в эту битву. Битву, которая изменила весь ход исторических событий для последующих веков. Английская культура произошла от кельтской, римской, романо-британской, англосаксонской, викингов, ютов, датчан и норманнов. Как появилась Англия, которую мы знаем сегодня? Ко времени римского завоевания земледелие существовало в Британии около 4000 лет. Во время оккупации Британии римляне создали романо-британскую культуру. Они построили разветвленную сеть дорог, водоснабжения, канализации и сточные воды. Римляне также построили форты вдоль побережья, чтобы отбиваться от морских набегов, а стена Адриана защищала север. Ситуация изменилась примерно в 410 году нашей эры. Последние римские войска начали отход. Когда это происходило, римско-британские власти обратились к саксам за защитой от налетчиков с моря. Ранее англосаксонский период охватывает период средневековой Британии, начавшийся с конца римского правления. Легендарные вожди Хенрис и Хорса были приглашены в Британию в качестве наемников для помощи в борьбе с пиктами, ирландцами и шотландцами. Это событие традиционно считается началом англосаксонского вторжения в Британию со стороны германских племен, таких как саксы, англы и юты, которые мигрировали в Британию из континентальной Европы. Но не все англосаксы пришли завоевателями. Многие из племенных групп уже имели семейные и генетические связи еще до прихода римлян. Итак, завоеватели ли они в VI веке? Ну, наверное, нет. Просто еще раз в гости, к родственникам. Их культура была принята, стало формироваться понятие Англия. 6,5 веков между окончанием римского владычества и нормандским завоеванием – одни из самых важных в истории Англии. Этот длительный период также является одним из самых сложных для понимания. Вот почему его традиционно называют ранним средневековьем или темными веками. Таким образом, англосаксонская история начинается в период субримской Британии,
после окончания римского контроля и прослеживает создание англосаксонских королевств в системе гептархии, условно определяемой как 7 основных королевств: Нортумбрия, Мерсия, Восточная Англия, Эссекс, Кент, Сессекс и Уэссекс. Первоначально состоящие из множества небольших групп и разделенных на несколько королевств, англосаксы наконец были объединены в единое политическое царство – Королевство Англия во время правления короля Этельстана. Между VIII и XI веками налетчики из Скандинавии, в основном датские и норвежские, известные как викинги, что означает пиратский набег, грабили Западную Европу. Впоследствии период с конца VIII до конца XI века стал называться эпоха викингов. Первые набеги викингов на Британские острова были в конце VIII века, в основном на церкви и монастыри, которые считались центром богатства. В 860-х годах датчане вместо набегов устроили полномасштабное вторжение. В 865 году прибыла увеличенная армия, которую англосаксы назвали Великой языческой армией. В 866 году викинги захватили современный Йорк и превратили его в свою столицу. Постепенно налетчики начали селиться и оставаться на захваченных ими британских землях, в основном на востоке и севере Англии. К концу IX века многие королевства пали под натиском вторгшихся датчан. 4 независимых королевства Англии сократились до 1. Только королевство Уэссекс смогло выжить. Уэссекс остался единственным королевством, не разрушенным викингами, вероятно, из-за своего удаленного месторасположения. Когда Нортумбрия и Восточная Англия уже находились под контролем викингов, Великая языческая армия обратила свои взоры на Уэссекс. Уэссекс, также известный как Королевство западных саксов, был большим и влиятельным англосаксонским королевством. Вторжение викингов стало серьезной угрозой во время правления Этельреда, который изо всех сил пытался сохранить свое королевство с помощью своего младшего брата Альфреда. После многих сражений англосаксы смогли замедлить продвижение датчан. Король Этельред был убит в битве с датчанами в 871 году, оставив трон своему наследнику, малолетнему сыну по имени Этельвад. Но из-за возрастающей угрозы со стороны викингов с севера, Витон, Великий Совет Старейшин, принял решение о престолонаследии в пользу Альфреда, который был гораздо более опытным и зрелым военачальником. Большую часть своего 30-летнего правления Альфред был королем-воином, который вел свой народ в войне за выживание, часто сражаясь вопреки превосходящим силам. Битва против датчан в мае 871 года в Уилтоне должна была стать катастрофическим поражением для Уэссекса, и как следствие Альфред был вынужден заключить мир с викингами, или, что более вероятно, откупиться, чтобы помешать им взять под свой контроль королевство. Войска Альфреда потерпели поражение при Ридинге, а через несколько дней превратили это поражение в свою победу при Уждауне. Битва при Уждауне в январе 874 года была критически важной. Так описывает это событие Уинстон Черчилль. Если бы западные саксы были разбиты, вся Англия погрузилась бы в языческую анархию. С этой победой надежда на цивилизованное христианское существование на этом острове все еще теплилась.
Это был первый случай, когда оккупанты были разбиты в поле. Битва при Эдингстоне в Уилтшире в 878 году стала решающей победой для Альфреда, вынудившего лидера викингов Гутрума покинуть Уэссекс и согласиться на раздел Англии с определением границ области, известной как Денло. Чтобы еще больше закрепить свою победу, Альфред заставил Гутрума креститься с принятием саксонского имени. Альфред даже стал крестным отцом датского короля. Королевство Уэссекс контролировало юг и запад, в то время как датчане владели Восточной Англией и Севером. Англосаксы и викинги стали соседями в Британии, но не всегда мир наладили. Датчане ушли с территории Альфреда до 884 года, когда они предприняли еще одну попытку вторжения. На этот раз Альфред одержал быструю победу, захватил Лондон в 885 году и сильно укрепил его. После этого Альфред получил представление от лидеров англов и саксов и от нескольких уэльских принцев. Примерно в это же время Альфред провозгласил себя королем всей Англии, за исключением тех частей, которые находились под властью Дании. Это было началом объединения Англии под одним королем. Объединение Англии под руководством Альфреда Великого было реакцией на угрозу со стороны общего врага. Под его руководством стала формироваться более единая англосаксонская культура. Он заказал англосаксонские хроники, жизненно важный документ того времени, также способствовавший объединению Англии. В англосаксонских хрониках говорится, что весь английский народ, весь англицин, как его тогда называли, не подчиняющийся датчанам, подчинился королю Альфреду. Альфреда стали называть королем англов и саксов, и даже англосаксов. Альфред Великий, 849-899 годы жизни, был самым известным из англосаксонских королей. Он имел репутацию ученого, который поощрял образование и улучшал правовую систему и военную структуру своего королевства, а также качество жизни своего народа. Альфреда никогда не забывали, его память жила в Средневековье, и легендами как о короле, одержавшем победу в явно безнадежных обстоятельствах. Его реформы помогли преобразовать общество, в котором он жил, и заложили основы английского государства. А вот еще некоторые интересные факты об Альфреде Великом. Альфред вырос принцем. Будучи четвертым сыном в очереди на престол, казалось маловероятным, что Альфред когда-либо будет править своим королевством. В детстве он дважды ездил в Рим, встречался с папой, и папа Лев IV назначил Альфреда почетным консулом Рима. Позже Альфред сопровождал своего отца в паломничестве в Рим, а на обратном пути они провели некоторое время при дворе Карла Лысого, короля франков. Альфред был вдохновлен своими ранними поездками в Рим и впоследствии развил свое представление о королевской власти, основанные на твердых моральных и религиозных составляющих. Кроме того, Альфред знал, что образование важно, и вдохновленный примером Карла Великого он основал школы и восстановил монастыри. Ввел систему, обеспечивающую хорошее образование не только для знати, но и для людей с меньшим статусом. Альфред хотел, чтобы каждый англичанин научился читать. Он позаботился о том, чтобы в этих школах преподавали лучшие ученые, а учебные программы были посвящены гуманитарным наукам. Он лично перевел многие английские сочинения на англосаксонский, чтобы англичане могли их прочитать.
Его христианское мужество вдохновляло всех. Альфред настаивал, чтобы его дворяне научились читать и узнали великую историю и наследие христианского мира. Чтобы королевство было эффективным, ему нужны были верующие и молящиеся люди, люди войны и люди труда. Альфред также понял, что для того, чтобы жить в безопасности на острове, необходимо управлять морем, и нанял фрисских моряков Северного моря, чтобы они построили флот, превосходящий все, что было ранее. Он также закрепил и соблюдал закон Бога, как общий закон Англии. Очень редко, чтобы среди древних англосаксонских королей был биограф, живущий при их жизни. Латинская биография жизни Альфреда с тех пор является основным источником информации, написанной в 893 году, когда король был еще жив. А написана она была одним из придворных советников Альфреда, валлийским ученым, монахом Ассером, который со временем стал одним из епископов Уэссекса. Альфред прожил более 32 лет в браке с Эльсвет из королевской семьи Мерсии, воспитав 3 дочерей и 2 сыновей. Альфред умер в 899 году. Его реформы превратят Уэссекс в самое могущественное и эффективное королевство в Британии, а его сын Эдвард продолжит политику своего отца и еще больше расширит власть Уэссекса. Этельстан, сын Эдуарда и внук Альфреда Великого, станет достаточно могущественным, объединив все королевства под своей властью. Он будет последним королем Уэссекса и станет первым королем Англии.